Надежда. Дима. Сергей. Влюблены в Филиппинах. Короче, 30 тысяч рублей. И плюс цивилизация некоторая. Hello, everybody. Hola, друзья. Рад приветствовать своих дорогих подписчиков, а также, возможно, для тех, кто смотрит меня первый раз. И для тех, кто первый раз меня смотрит, привет, меня зовут Дима. Год, как я живу на Филиппинах, занимаюсь я видеосъемкой, снимаю для стоков, продаю там свои футажи. Так что подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, если вам все нравится. Снимаю я здесь в основном о своей жизни и о том, что меня просто интересует. Путешествия, что-то о видеосъемке, что-то о стоках, возможно, что-то еще добавится. В общем, просто все, что мне нравится и к чему лежит душа. Если у нас схожие интересы, то подписывайтесь на канал. Также я увлекаюсь подводной съемкой. Также не забывайте сразу ставить лайк авансом. Те, кто мне уже доверяет, кто давно на меня подписан. Ну а кто нет, еще не доверяет, то смотрите до конца. И сегодня мы пойдем снимать маленькую 5-летнюю девочку, которая будет нырять в бассейне, а также с кораллами сноркать. Вот сегодня мы пока пробуем просто на задержке дыхания, и скоро, возможно, мы будем снимать со скубой дайвинга. Это довольно-таки уникальный случай, что 5-летний ребенок погружается со скубой, с маленькой скубой в 5 лет. Хотя официальный возраст, с которым ты можешь погружаться, это от 10 юниоры считаются. Это, кстати, дочка одной из моих подписчиц, которая нашла меня на ютубе. Мы встретились уже, вот, поговорили. И оказалось, что я знаю ее мужа, Андрея. Это довольно-таки известный в инстаграме подводный фотограф, макро. Вот. Очень интересные макро работы, подводные всяких живностей. Ну, с ним вообще интересная история. Я как-то листал инстаграм, просто по хэштегу, у меня новый аккаунт, и я потерял все свои подписки, на кого был подписан ранее. И я листал свой инстаграм, и по хэштегу там, подводная съемка, underwater, и увидел знакомый ник. Ой, смотрю, это же Андрей. Захожу к нему в профиль, а мы в Москве снимали вместе как-то съемку, он мне помогал с пловцом, вот, за что ему огромное спасибо. Это моя первая подводная съемка этого мужчина-пловца. Вот, он мне просто помогал, потому что я его случайно нашел, мой друг ему продавал объектив и сказал, вот, у меня объектив купил подводный фотограф. Я говорю, как? Что за подводный фотограф? Вот, дай мне его контакты, пожалуйста. Я просто никогда не был знаком с подводными фотографами. Для меня было так классно познакомиться с кем-то. Я познакомился, вот мы снимали с ним в Москве. Ну вот, и захожу к нему в аккаунт уже здесь, на Филиппинах, и у него стоит в профиле, типа, Дуина. Это здесь в 5, наверное. Мне, 2-3 километра от меня, он здесь живет. Ну, то есть такая случайность оказаться уже здесь, и притом он здесь уже находился там несколько месяцев, но так что-то и не получилось. Он был занят, потом само собой все забылось, и, в общем, мы так и не встретились. И вдруг оказывается, что это он и есть муж этой моей подписчицы, которая написала меня, с которой мы встретились, и который предложил поснимать ее дочку. И это было мне интересно поснимать для стоков, как бы новые модели, новые. Всегда интересно, тем более дети, хотя их сложно снимать, дети и животные — это самое сложное, что можно снимать. Вот, но это интересно. Это интересно для стоков. Вот. Ну и им хорошие фотографии, видео, материалы. В общем, такое взаимосотрудничество. И потом мы встретимся еще с 2 подписчиками, кто мне вчера написал, сказали, вот, Тим, мы твои подписчики, в комментарии на ютубе, и мы вот приехали на Филиппины, вот мы уже здесь они уже здесь где-то путешествовали, и вот вчера приехали в Дуин и предложили встретиться. Вот, так что сегодня встретимся и узнаем, откуда они, из какого города, и их первые впечатления о Филиппинах. Так что, поехали! Здесь мы живем, да. Делаем маленькую небольшую экскурсию по этим красивым местечкам. Да, вот это Наталья. Да, привет, привет.
Наша подписчица нашла на ютубе видео, вот, и мы списались, и было предложение, да, поснимать дочку, уникальная дочка, которая ныряет под водой в 5 лет, уже используя скуба-дайвинг. Да, вот. Она сейчас спит. Да, она сейчас спит, вот, и мы пока просто погуляем здесь по территории. Типа кондоминиум. Да, или... филиппинский кондоминиум, да. Да. Ну, пойдемте, пройдемся. Так, а сейчас мы пойдем к другим подписчикам, которые мне написали на ютубе, но мы вчера не успели, это будет уже второй день, и поэтому, скорее всего, я просто замешаю эти кадры с одними подписчиками, с другими, буду по очередности показывать, да, наверное, сделаем так. Посмотрим, как получится такой формат. Ну и вы знаете, что делать по поводу нового формата. Конечно же, писать комментарии. Yes. Окей, поехали. И, кстати, возможно, в следующий раз возьмем также наших новых подписчиков, наши соседи, канадец, филиппинка. Вот, они здесь живут давно, может, с ними куда-нибудь сходим. Я всегда стараюсь снимать новых людей, настолько, вот я посмотрел, у меня около 60 моделей релизов, учитывая, что у меня примерно 3000 файлов, но уже 60 человек я снимал. То есть периодически меняю лица и так далее, чтобы было больше разнообразия, больше интересного, разношерстного контента. Может, он не совсем разношерстный, но хотя бы будут разные лица. То есть, если бы у меня было сейчас 3000 файлов, но это были бы там одни пальмы, природа и так далее, это, конечно, бы не так зашло, как люди. Потому что люди, по сути, сами по себе уникален. Каждый человек, он уникален. А природа, ну и она очень похожа, и много кто ее снимает, потому что это проще простого. Сейчас так вот взять, ну, сидеть пальмы снимать. Но чтобы снимать человека, это нужно с ним договариваться. Брать модель релиз это сложнее и эффективнее. Так что советую снимать людей. Just go inside. Нави спрашивает, почему везде такие апартаменты крутые, а у нас не такие классные. После этих всех апартаментов наших к себе уже едем, как будто кусок какого-то. Аж захотелось переехать. Так, где номер 5? Привет. Здравствуйте. Надежда. Дима. Сергей. Привет. Так. Добрый день. Я, короче, поехал. Давай. Привет. Надежда и Сергей написали, которые мне вчера комментарии о том, что, может, встретимся в Дуин. Приехали только вот позавчера, да? Да. Вот мы и встретились. Почему такое все темное? Еще, такой, мне кажется, важный фактор для меня, это чтобы, была охраняемая территория, потому что много вещей. Я все время переживаю за свои вещи периодически. Ну да, это логично. За камеру, там, за подводный бокс. Там. Ну, понятно, здесь охранник даже, там все закрывается, закупоривается. Здесь в этом плане. Меня Андрей тоже переклинил маленько на безопасности, чтобы все хорошо было. Хорошо еще что. Ну, вообще на Филиппинах, что... Ну, вот здесь именно, это не такое туристическое место у нас, и обычно воришки, они где много туристов. Где много народу. Много народу, да, где постоянно меняются туристы, выехали, заехали. Это для тренировок у нее. И вот эти вот уборщи тоже для тренировок. Это кольцо, как я проходил курс по участи. Да. Где комнаты наверху. А это мы закупорили от собак. Будете, только не прыгай, она прыгает. Ой. Please, not me. Bigger than me. Расскажи что-нибудь. Из какого вы города с Андреем? Мы приехали из Москвы. Вот. Значит, живем мы здесь уже в декабре будет год. Вот как
перебрались, уже ассимилировались, как-то все как-то стабилизировалось. Первые полгода был трешняк. А какие первые впечатления вот от Филиппин, интересно? Да позитивно, потому что мы до этого приезжали 2 года назад, получается. 2 года назад да, были в это первые место, впечатления. и да, нам понравилось, и мы уже целенаправленно сюда переехали. Почему здесь? Сюда? Потому что, во-первых, здесь дайвинг чудесный, великолепный дайвинг, во-вторых, климат более чем устраивает, вот, и в-третьих, собственно говоря, куча таких вот позитивных моментов, позитивные люди, вот, все для счастья есть, вот, поэтому живем, радуемся. А почему именно Негрос? Не, ну мы-то вообще влюблены в Филиппины, потому что мы были здесь 3 года назад, и нам очень понравилось. И после этого мы ездили во Вьетнам, такие приехали, такие, блин, чё мы на Филиппины не поехали? Потом поехали в Малайзию, ну там поприкольнее, тоже как бы интересно. Но Прикольнее, опять... чем во Вьетнаме. Да, но мы опять-таки сидим, блин, ну чё вот мы опять на Филиппины не поехали, мы же могли на Филиппины поехать. Получается, 3 года назад мы приехали первый раз на Филиппины, потом у нас был на следующий год отпуск, мы поехали во Вьетнам. И сейчас это... И да, потом в Малайзию, и сейчас опять решили на Филиппины приехать. Ура, наконец-таки мы снова на Филиппинах. А что вам здесь нравится? Погода очень классная. Вот, Она Вода очень теплая, самая теплая вода. И самая чистая вода. И самая чистая вообще. видимость воды. Тут такую снорклинг, да. Мы были 5 дней на Сиаргао, на острове, это Мекка серферов. Вот. И там мы на 3 острова поплыли на экскурсию. И мы плыли, и вода просто такая, она прям бирюзово-голубая, вот просто такой цвет, его, не передашь никак словами. Я просто ехал, и вот, короче говоря, если ты раз это увидишь, ты влюбишься в Филиппины, и все, и ты будешь хотеть сюда ехать всегда. Куда бы ты ни приезжал, ты будешь думать, почему я не поехал на Филиппины. Ну, у меня вот, кстати, да, самое первое впечатление, когда мы приехали, это 50 оттенков синего. Вот этот невероятный цвет воды, вот, который вот просто начиная с голубого, бирюзового, темно-синего, это вообще просто, конечно. Я наоборот был только здесь и нигде не жил никогда. И не был вообще, в принципе, в Азии. И мне в последнее время думаю, надо куда-то еще съездить. А я думаю, да нет, кажется, здесь Да нет, здесь на Бали, говорят, прикольно, да, то есть вот в Малайзии мы были, на Лангкаве, вот там прям такое, немножко, своя атмосфера, другая, то есть мне понравилось там, но здесь лучше. Почему именно Негрос? Опять же, в основном-то мы рассматривали дайв места, достаточно такие популярные. До этого Индонезию рассматривали, там извержение вулкана, поэтому туда не поехали на ПМЖ. И здесь была привязка к острову Апа, потому что остров Апа, один из лучших мест, в принципе, где можно делать хорошие фотографии во всем мире. Одно из мировых, да, оно уже занесено в ЮНЕСКО, по-моему, в ЮНЕСКО. И, собственно говоря, здесь с берега, то есть вот вышел на берег, можно заниматься снорклингом, дайвингом, любая точка побережья фактически она подходит. Так что... Вот если ты умеешь серфить, тогда прям езжай в Сиаргао. Споты вот для любого. От новичка до профи, там всякое есть. Мы взяли мопед, мы объехали весь остров вокруг. Да, несколько раз. Мы там на мопеде, намотали 500 с копейками километров. Туда-сюда. Как они называются? Природные бассейны. Как-то так, очень классно. Там офигенно. И плюс английский язык, да. Несомненно, образование, да, это я не сказала, но для нас это было тоже важно, для Сашки образование, то, чтобы на английском языке, плюс, естественно, здоровье для детей тоже. Как Сашка адаптируется? Сашка чудесно, Сашка лучше всех, но попозже мы снимем видео с Сашкой, она сама, наверное, расскажет, Она уже начинает на бисая говорить чуть-чуть и на английском, и она вся лучше всех чувствует вообще. Детям вообще намного проще, наверное, схватывать. Куча собак, море, там, не знаю, бассейн, солнце, поэтому все классно. Интересная территория. Да, отлично. Это Сьюзан, наша соседка тоже.
А еще меня тут на Филиппинах прикололо, что бензин продается в бутылках литровых, и он красный. Да, я думаю, Красный. Я думаю, это сок. Тоже, я говорю, да, надо заправить, что за вон фигня бензин. такая? Что Это лимонад, это не бензин. На Сергао еще тем более нет нигде заправок. Да, вот этими бутылками. Там одна заправка, и она, по-моему, работает, наверное, пару дней в неделю, пару дней. Да. Короче, 30 тысяч рублей, да, не такая большая сумма. А для них это, ну, такая, получается, внушительная сумма, что они стоят кредит получить. Я был удивлен, конечно. Так думаешь, вот мне там нужно минимум 800 тысяч долларов, чтобы прожить, но у них совсем другие цифры, то есть там вот у Нави зарплата сколько, 20 тысяч была, ну и нормально, это считается хорошая здесь зарплата, то есть ты можешь здесь на это еще поначалу тратишь просто больше, а потом вот, наверное, с Нави стал жить, и там, ну столько, другой мир просто открывается, что они там это покупают там, это там покупают, это стоит вообще копейки на самом деле, они просто тратят. Там пойдем уголь купить, ну я сразу так, надо в торговый центр, в Робинсон, этот пакет, да не, вот, и там в какую-то, в киоск, в кибитку какую-то заходим, там за 10 песо этого угля, это рожек, целый литр просто там за 5 песо. Да прям заезжаешь и какой в другой мир. Да, попадаешь. да, чуть-чуть как-то вот, не С этой знаю. дороги. Да, как-то, ну, Тихо. и плюс цивилизация некоторая, да, там вот это вот, и то, что охраняется, и то, что... Вот это зона пати, то есть, получается, здесь даются в вот аренду. здесь Да, здесь... тусовки. Тусовки устраивают, ну, очень не редко, слышно. надо сказать, очень редко здесь устраиваются тусовки. Вот, ну, По праздникам, наверное. всё. да, очень-очень редко. Вот. Вот сейчас начнется сезон. Праздников. Праздник. Потом перед Новым годом будет. Ну да, 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 Каждый сейчас день. весело будет, да. Но мне даже нравится, потому что, в принципе, да, они праздники празднуют не как русские, да, заметьте. Без Без мордобойств. Да, 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 без последствий. Без А, бросания в бассейн. бассейн. Вот эта вот зона как раз. Фотогенично очень очень выглядит. классно, да. Откуда вы? Ямал. Ямал? Север-север. Север-севера. Практически, да. Сам, ну, север нашей родины. И как там погодка сейчас? А сейчас, ну, уже как бы снега по юны насыпано. Ну, холодно Когда уже. ехали, метель такая была, что мы Мы еле до аэропорта у доехали. нас, получается, в городе нет ни аэропорта, нету ни ЖД вокзала. И нам, чтобы куда-то двигаться, нам нужно ехать в соседний город, где есть ЖД. Это 120 километров. И сильная такая метель пошла, короче. Островок видно и море. Вот отсюда здесь вот мы снорклим. Здесь есть что-то кораллы. Да, здесь есть такие, но в основном дайвинг это на Малатапае, то есть здесь, получается, пешком можно дойти на Малатапае в основном. Но здесь тоже Андрей нырял, говорит, и есть что посмотреть интересное. И да, вот здесь, по сути, все побережье, оно пригодно для любого там погружения. Есть более интересные места, есть менее интересные. Детский бассейн, это классно, что он есть. Смотри, как красиво. Лапа. So these, you know. А ты где? Да, они хорошие прям. У нас А так просто вообще? вообще обрубилось. Ой, да, просто. Ну, он фактически у нас живет, Дудо. Да, Дудуша? Дуду. Привет. Знакомься скорее. Привет, звезда. Хорошо, давай сейчас А давайте мимушек покажем. Давай. Надюша, фельдшер на скорой помощи. Я как, нефтяника газовик, газовика нефтяника, короче говоря. Оператор Ну, по на дому. севере там нефтянка в основном. Бизнес еще есть, который так. Автомойка. нормально. Самая лучшая мойка в городе. У нас даже губернатор мылся. И живет крыс тоже. Она какает руки. Да, это бывает. Эта девочка, она много какает. Видео. Да. I wanna go now. Мы все общаемся.
редко встречаю новых людей, с кем можно на родном языке поговорить, поэтому так интересно, все время захватывает. Я раньше не был таким разговорчивым, вот. Ну, сейчас, когда редко встречаешь кого-то, конечно, интересно. И теперь канал на ютубе позволяет это все время кого-то видеть. Стали постоянно какие-то предложения, встретиться и так далее. Но Нави... Так скучно, Нави. Ей так скучно. Она ничего не понимает и сидит. Я ее понимаю. Когда я встречался с ее друзьями, и просто сидишь, блин, а они никак не хотят с тобой вообще на английском говорить. Они между собой все время на сибуана говорят. Нави такая, блин, ну говорите на английском. Хотя они разговаривают на английском, но они там скажут пару фраз и опять дальше на сибуана. Да, вот здесь такое место прикольное тоже. Пляж. Это здесь этот пляж как раз. Это мое самое первое место, где я купался вообще на Филиппинах. Где вот здесь как раз просто песок, ничего нет, никаких кораллов. И очень глубоко сразу становится. Вот. И я плавал и наслаждался этим местом, помню. Вот прямо именно первый раз заманила, я только прилетел и сразу пошел сюда. Я не нашел, не знал, куда идти. Я здесь плавал и думал, блин, какая чистая вода, какая прозрачная. Хотя на самом деле здесь вообще смотреть нечего. Но для первого раза это было круто и интересно. Это пробуем кефир. I like it. Yes. Like vinegar, but not so sour. I know already. Тогда я забираюсь. Да, Дима, Все, я забираю. Что это же? Русский продукт. Он ли Russian продукт? Кефир больше же нет, но да? Да, я уже соскучился. Я не считаю тоже год. Слушай, я тебя тоже сниму, Так. Теперь русские пробуют кефир. В России же особо не ел. Очень прикольно. Ностальгия. Нави спрашивает, а что это такое? Они все время так осторожно к этому кальяну, типа, что это может наркоманское, что ли? No, no, it's water pipe. Only nicotine. You can try it. Oh, no, yes, it's real funny video. It smells like electronic cigarette, like. Сейчас Нави научим курить кальян. It's called кальян in Russia. It's not cigarette. Dima and I will break up, guys. I- We will smoke now. Она боится. Чего? Она уже не представляет этим ширяющимся под мостом. Наркоманом. I'm no like Jesse Pinkman. Let me tell them. Кто смотрел «Во все тяжкие», Нави говорит, что это Джесси Пинкман. Это метамфетамин. Метамфетамин всякого. Да, ну вот на Филиппинах вообще далеки от того, что такое кальян, и как думают, что это наркоманская какая-то тема. Там зеленый будет, она. Она думает, это метамфетаминовая лаборатория. А я год уже не курил. I will call the Filipino. Нави звонит к Дутерте, президент. Тот, который выезжал и стрелял по наркоманам. Только надо кушать. Кушать еще? Ну, пожалуйста. Нет, сделай вид, как будто ты кушаешь. Вот так. Ага, хорошо. Давай. Саня. Саш, ку-ку. Hello, everybody. Donkey. Like that? Yeah. Oh my god! 1500 в сутки. Тут как везде средняя Look, цена. it's nice bamboo. На Бамбо такие дома везде. А вон еще прикольный дом. Сейчас поедем, покажу Басвай. Горячие источники. Универсальное место
здесь в Туине. Никто о нем никогда не знает. На стиле. На стиле. Тогда камеру убрали в подводный бокс, так что продолжаем на телефон. Бэкстейдж. When you walked into the room, I couldn't keep my eyes off of you. Was it make-believe or was it a dream? I've been waiting all my life. Feels like I've struck a gold mine with your hand in mine. Our love came alive. We've still got the rest of our lives. The rest of our lives. The rest of our lives. Oh, the rest of our lives. Мы в Басвае. Делаем кассу в Басвае. Кофе. Только, возможно, я туда хожу и мои друзья. After coffee we go there, on this big tower, on из чего? Бамба. Бамбу Tower. Вообще прекрасно. Потрясающе. На вершине горы мы видим Beautiful. Beautiful. Апо Айленд. Плохо видим, но мы его видим. Ну, сегодня не очень видимость. Да, все равно очень красиво. Воздух такой, так прохладненько для нас прям это. Вау, да Прям ладно, вот дышишь хорошо. прям полными легкими, да? Это как я в Москву приехала, я прям я не хочу вдыхать его, я серьезно такая, у меня первый раз такой, ну, потому что курить перестала. Так. А тут прям, А здесь еще в горах, ну, загазованности меньше. да, прям такой вкусный. For the rest of our lives. 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 Ты умеешь бегать? Очень вкусное кофе. Такое Оно насыщенное. мощное, да. Натуральная. Скоро здесь поставят столы на 3-м этаже, которых не было. А, да, это бассейн. А что они там плавают? Ну, странный. Странный бассейн. Пиранья? Нормально. Все, пошли мы домой. На сегодня все. Но Сергей хромает немного. Это ты натер, да? На мы- Сибу особая обувь, которая натирает. Ногти-убийцы. Да, а мы мучаем тут, таскаем по горам. Wash over me, let me fall from my surroundings. Take over me, over every rushing memory, if only for a moment. Прикольно, ладненько, все тогда. Бай-бай. Бай-бай, see you. Да, да. Давай, езжай. Так, ну все, мы поснимали, попрощались, они уехали там отвозить. В общем, а мы поехали домой. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, они очень мне помогают, они очень меня вдохновляют и мотивируют, потому что когда я сижу, монтирую, читаю эти комментарии о том, что видео классное и так далее, и я радуюсь и понимаю, что я не зря это делаю. Вот, поэтому напишите, пожалуйста.
И спасибо большое. Всем пока. 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 The rest